Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Видоврата. И сегодня у нас тема, если назвать ее кратко, на что полагаться человеку, у которого ведущая граха Шукра. Или можно сформулировать его по-другому, если в карте рождения астрологии Джотиш главная ведущая, преобладающая сила граха – это Шукра, то на что ему полагаться и какие значения качества этой грахи, этой силы применять в своей жизни. Но на самом деле эта тема основана на письме наших зрителей, да, спонсоров. Вот. Это будет вторая часть этого видео. А первая часть этого видео я бы назвал так. Кто такая граха Шукра? Она же богиня Венера и она же богиня Афродита. Не планета Венера, а именно богиня Венера. И в чем разница? Итак, о грахе Шукры, о силе Шукры. И если она у человека преобладающая, ведущая, основная в карте рождения Джотиш, тогда как это применять и как с ней взаимодействовать, чтобы получить самое лучшее, что эта граха может дать. Ну и вопрос зрителя зачитывать не будем, он очевидный и понятный. Итак, если мы говорим в терминах ведической астрологии Джотиш, мы говорим, что есть 9 грах, наваграха, как 9 высших сил. Кто-то применяет другие виды астрологии, например, западноевропейскую, а еще есть там авестийская, таджика, таджака и другие. И тогда у них как бы это не граха Шукра, а планета Венера или просто Венера. Но если спросить человека, это Венера в карте, да, это планета, да, а может быть богиня? И многие люди не могут понять, Венера это богиня или планета. Есть планета, это космический объект, и есть богиня, это сила, высшая сила, влияющая на человека и на все мироздание. И в чем разница? Вот. И мы это узнаем, поймем, и готовьтесь, будет длинное видео и будет много знаний. Не информации, сведений о фактах, а именно знаний. Кто не различает информацию и знания, посмотрите наши многочисленные видео о различии между знанием и информацией. Итак, есть 9 грах, как высших сил, и из них 6-я это Шукра. И у нее есть еще 2 имени, Кама и Рати. Но Шукра это основное имя, и оно общеизвестно. То, что она 6-я, это важно, и это совпадает с цифрой 6 в нумерологии. И это не случайно. Согласно нашему подходу к ведической астрологии, которую мы называем Тантра Джотиш, мы говорим, что Шукра это сила воплощения и плотности. Это практически 2 аспекта одной силы сущности. Вот. И человек ее получает ее опыт, с ней взаимодействует через плотные телесные физические ощущения. Через плотные ощущения. То есть телесные, то есть плотские, физические и подобные. И если мы знаем, какое тело и какие телесные ощущения, мы понимаем, что это сила впитывающая, принимающая, то есть женская по природе. Вот. И она еще водная, да, и будет много причин, почему это водная сила. Водная не как вода, а в философском, эзотерическом смысле, как стихия или первый элемент. И теперь немного информации, хотя из них можно получить знания. У граха Шукра есть не только в Джотише, так называемая планета Венера и богиня Венера есть не только в западной астрологии. Граха Шукра есть во всех традициях, мировоззрениях, философиях. И называется по-разному, но это одна и та же сила. Значит, она соответствует богине Венере, именно богине, а не планете. Это богиня, влечения, любви и так далее. Она соответствует Афродите, но это уже не римский аспект античной философии, а греческий аспект. То есть Афродита – это та же самая граха Шукра, это та же самая сила и богиня. Вот. Еще есть такая богиня Минерва. Может быть, вы о ней не знаете, но это тоже Шукра и такой аспект ее, как богиня искусства. В более северных странах, скандинавских, варяжских, да, вот, там есть богиня Фрея. Это тоже богиня красоты, любви и плодородия. Вот, в древнеславянском, праславянском, так называемом равноверческом мировоззрении, да, философии, религии, культуре, она называется Мокаш или Мокаша. От древнего прославянского слова мокаш. Вот, это тоже богиня живительной влаги, и мокаш от слова мокрый, это однокоренные, да? Мокрая, влажная, живительная влага, и богиня плодородия.
Кроме того, родноверие имеет как бы большой пантеон богов, большую систему понимания высших сил. Хотя и девов, и девот в ведической традиции тоже много. Вот, в родноверии прославянской философии она же Лада, это та же Шукра, но другой ее аспект. Это богиня гармонии, любви, красоты, плодородия, семейного счастья, брака, ну и рождения детей, да? Воспроизведения, зарождения жизни. Вот. И она же богиня Доля. Вот. Многие понимают, что доля это судьба, но скажу, что доля не как частичка, а доля как философское понятие как богиня, это фактически судьба, богиня судьбы. Вот. И богиня Доля, она берегиня домашнего пространства, так называемого семейного очага, и богиня женской доли, женской судьбы. Понятно, что это богиня, да, женская сущность, высшая сила. Вот, и многие говорят, что есть ведические мифы, где Шукра – это мужчина, да, или мужская личность, и Шукрачарья – это учитель мужского пола. Вот и разбирайтесь теперь, живите теперь с этим. Далее. Санскрит – это очень емкий язык. Если мы говорим, что есть граха Шукра, то в этом есть еще в слове Шукра много значений. Их там несколько десятков, ну, около 10. Я назову 7 главных значений слова Шукра. Даже не значений, а 7 направлений перевода санскритского слова Шукра. И вот люди какие-то изучают джотиш десятилетиями, но не знают, как переводится слово Шукра. Или знают один перевод. Да? Вот. И Венера это не является переводом Шукра, это очевидно. Ну, допустим, кто-то скажет, что это воспроизводящая ткань, так называемая Шукра-Дхату. Это тоже правильно, но это не третичное, а там одно из самых последних значений слова Шукра. Основное значение слова Шукра – это такое существительное, как свечение или яркость. Но мы можем подумать, это как свет солнца? Нет. Это как вот яркое излучение? Нет. То есть излучающие силы и переводы, такие как Грахи Сурья, это тот, кто дает свет, тот, кто излучает, тот, кто лучится. Сама Шукра не излучает. И поэтому вот этот перевод слова Шукра санскрита как сияние означает как отблеск. То есть сияние как отблеск чего-то. Как вот Чандру называют зеркалом, да, она отражает, отзеркаливает в хорошем смысле этого слова, отражение. Но она не является источником света. Точно так же Шукра является сиянием как отблеском чего-то. То есть это сияние не источника света, а блеск, как вот что-то очень такое блестящее, гламурное, да, глянцевое. Оно светится, да, но это не его свет, оно просто отражает, оно блестящее. То есть вот блистание, но это существительное. Блеск и отблеск. Вот. Потом свечение как блики, как мерцание, да, как вот мерцают огни города, да, там, ночного клуба или там кафе, ресторана, чего там еще блестят огни, кинотеатра, да. Вот это свечение как блики и мерцание, привлекательное. Вот. И в этом же, это еще я говорю о первом направлении перевода Шукра, есть важное значение как яркость, но не как вот источника света, а как от белизна. То есть чисто белый цвет, максимально белый, чисто белый, насыщенный. Это белизна, есть такое слово, да, белизна. Вот это белизна как яркость и светлость. Вот. И во многих книгах Брихат Самхите, где нужны поэтические аналоги, вот эта белизна как яркость, вот, переводится такой метафорой, как ослепительная белизна снега на вершине горы. Это очень хорошая метафора, запомните ее. То есть бриллиант так сверкает чужим светом, не своим. И так горы, там, Гималаи или Фудзияма, вот, или те горы, где есть снег, чистый, как сказать, невинно чистый, да, незапятнанный. Вот так он светит. И из этого главного слов, да, блеск как отблеск, блики, белизна, вот, есть переводы как прилагательные. Блестящее, сияющее, ослепительное, яркое, чисто белое. То есть Шукра, если мы говорим, что это граха, можно перевести как сияющая граха, но отражающим светом. Блестящая граха, но не являющаяся источником света. Ослепительное – это прекрасное слово. Вот, яркое, чисто белое. Вот. Благодаря этому главному значению есть еще такой третий перевод слова Шукра, как
чистая вода, да, вот роса. Роса – это чистейшая вода, и она сверкает как бриллиант и как алмаз. Вот. Если прилагательное, тогда так, кто чистая, как вода, да, так, кто чистая, как роса. И поэтому это одновременно невинная, как вот невинность. Пятое направление переводов слова шукра – это многообразие, обилие, изобилие. Поэтому многие думают, что шукра – граха богатства или махалакшми – дева богатства – это прежде всего многообразие, и в этом многообразии есть множество, то есть обилие и изобилие. И я приведу свой любимый пример. Вот в природе есть огромное изобилие. У мужчины, когда происходит оргазм и эякуляция, он в сперме выделяет сперматозоиды. И там не менее 40 миллионов сперматозоидов. А нужен только один, чтобы было зачатие. То есть как бы в 40 миллионов раз есть запас, хотя нужен один, но там их 40 миллионов. Вот насколько изобильна природа, насколько ей не жалко этих потенциальных создателей жизни, что она сразу может их сделать 40 миллионов, и потом еще на следующий раз еще 40 миллионов и так далее. И вот это число 40 миллионов не укладывается в голове, да? Вот, если, допустим, мы возьмем самое малейшее семя, да, почему семя, ну, как то, что дает, прорастает. Вот самое маленькое семя, которое я знаю, это семя мака. И вот, если взять 40 миллионов семян мака, то это будет 20 килограмм и 30 литров объема. Вот мельчайшие семена мака. Шестой перевод слова шукра – это семя как ткань организма. То есть воспроизводящая ткань и научная терминология аюрведы, ну и ведической философии – шукра дхату. То есть семя как воспроизводящая ткань организма. Вот. И самый известный, но я поставил на 7-е место, направление переводов слова шукра. Следующий из многообразия, обилия, изобилия – это достаток, благосостояние, роскошь и богатство. И богатство не всегда материальное, именно финансовое, а природное. То есть буйство красок, буйство растительности, да, буйство природы. В хорошем смысле достаток и богатство. Но иногда и материальное, как финансовое, социальное. Самая известная прославянская родноверческая богиня, соответствующая шукре, это не доля лада, это мокаш. И что интересно, эти слова шукра на санскрите и мокаша, макоша или мокаш, макоша или мокаш, они одинаковы по смыслу и идут из одной древней сути. Ну, то, что шукра – вода, роса, понятно, да? Вот. Мокаш или макоша, оно происходит от корня мок, это значит мокрый, влажный, там мокнуть, и означает влага. Но не просто влага, да, как вот влажность, а как то, что влажное, мокрое и благодаря этому, плодородное. Вот мать сырая земля, если она влажная, она плодородная. А если она сухая, то это пустыня, которая ничего не может породить. Вот мать сырая земля – это земля-кормилица, она плодородная, то есть плодовитая, животворная, и в ней обилие влаги. И вот эта влага и мокаш – это как бы от одного корня. Вот. И если мать сырая земля, она мать-кормилица, да, она плодородная, что можно сделать? Можно в нее засеять семена и получить плоды. Поэтому и мокаш, макоша, и шукра – это плоды во всем диапазоне. Потом разберемся, какие это огромные значения. И плоды – это дары. То есть там женщина дарит мужчине ребенка. Природа дарит людям плоды. И так называют там дары природы, да, дары моря. Хотя море не очень хотят это давать, человек насильно забирает. Но, допустим, яблоки природа дарит человеку. А дары моря нужно все-таки поймать и забрать из моря или океана. То есть дары природы, там, соки, дары природы, или фрукты, да. Вот. И вот эти вот дары, они же плоды, это значение шукры очень важное, и иногда это называется урожай, это тоже шукра и мокаш. А что такое хороший урожай? Это награда за правильное поведение, да, то есть за правильный труд, за правильное использование природы земли, да. Вот. Поэтому шукра это тоже награда, да, и трофей в том числе. Вот, и мы посадили одну картофелину, а выслал ведро картофелины, да, там десятки. Это размножение.
приплод есть такое слово, да, плод и приплод, да, то есть одна вишня, а потом дерево с вишнями. Вот, это приплод, это потомки, дети, способность рожать детей, да, не как гуру дети, а как способность рожать детей, воспроизводить. Вот, и это наследие, как то, что является последствием правильного начала, ну, зачатия, лучше сказать. Вот, поэтому Мокаш или Макоша, богиня живительной влаги, и следствие из этого плодородия, урожая, обилия и достатка. То есть это воплощенные природные плоды. Очень похожее соответствие. Далее. Переходим к ответам ко второй части. Если мы поняли, кто такая Шукра или богиня Венера, она же богиня Афродита, или богини Мокаш, Лада и Доля, можем переходить к ответу на вопросы нашего зрителя. Значит, если у человека в карте рождения ведущая граха это Шукра, то ему нужно опираться на эту силу. Силу воплощения, плоти, плотности, телесности, комментирующие силы. Сила приятности, привлекательности, гармоничности. То есть лада. Лада, она же гармоничность. Лад более правильное слово, гармоничность современное слово и греческое. Вот. Сила красоты, комфорта, вкуса, любви, влечения, аттракции и желаний. И желаний во всем диапазоне. То есть плотских, то есть сексуальных влечений, страстей, либидо и других желаний. Вкусно поесть, наслаждаться, развлекаться. Иногда даже опасных желаний. И дадим 6 пунктов, 6 подтем ответов на этот вопрос. На что опираться? Значит, первое. Опираемся на тело и ощущения в нем. То есть на телесное ощущение. И главное, мы называем это ощущение приятность. Это есть санскритский корень приян или приянка. И приятность славянский корень. То есть телу нужны приятные ощущения. Почему? Потому что тогда оно здоровое, эффективное, работоспособное, результативное и счастливое. Если у тела неприятное ощущение, тогда оно несчастное и менее продуктивное. Что означает опираться на телесные ощущения и на силу приятности? То есть тело является ведущим инструментом или способом познания мироздания и в то же время критерием выбора. Это странно звучит, да, как выбирать телом. Но вот если выбираем одежду, мы выбираем телом. Когда мы едим, мы выбираем еду все-таки телесно, плотно. Обстановку, красоту, уют мы тоже выбираем телом. Вот, поэтому этому человеку больше, чем другим, нужно применять телесный опыт для выбора. То есть оценивать ситуации, события, предметы, вещи, людей и в целом окружение, да, вот обстановку на основании силы телесности. Ну, простыми словами, да, комфортно, некомфортно, приятно, неприятно и так далее. И примеры, да, то есть если одежда, жилище, еда, блюда, да, то есть предметы для работы, инструменты, даже вот ручка, которую я пишу, общение, взаимодействие, если они приносят приятные ощущения, то есть удобство, комфортность, тогда они подходят этому человеку. И на это нужно ориентироваться обязательно. Если они вызывают наоборот дискомфорт, неприятные ощущения, напряжение, то нужно избегать всего этого. И одежды, и пространства, то есть жилища, да, вот, и предметов, и людей, и общения, и всего остального. Вот. Из этого плюс у человека он может жить легко и расслабленно, не напрягаясь, но получая то, что нужно. Если он правильно взаимодействует с грахой шукрой. Далее, этому же человеку, у которого это главная сила, главная граха. Вот. Второй пункт, вторая часть. Значит, ему нужно опираться на такие действия, как привлекать, расслаблять и налаживать. И тут есть частица ся, то есть самого себя. Привлекаться и привлекать других. Расслабляться и расслаблять других. Налажить себя, то есть создать себе уютный комфорт и эффективность. И налаживать потом жизнь другим. Вот это 3 ключа. То есть он и сам может, не напрягаясь, получать, и научиться этому других. Он может расслаблять других. Например, там это какие-то телесные практики, массаж и все остальное. Мы подробнее потом это разберем. Он может налаживать, как гармонизировать. Вот. И если там у человека сильные огненные грахи, например, мангала, ему нужно преодолевать, бороться, достигать. И тогда он чувствует, что он живет на основании своей основной силы. А если у человека главная шукра, то он может это делать все естественно, гармонично, не напрягаясь, расслабленно. Да, вот вальяжно, как иногда говорят такое слово.
Вот. Это помогает, ну, это полезно, это помогает, допустим, устранять конфликты. Да? То есть это умение договориться, да, дипломатичность и так далее. Третий пункт, да, то есть как, на что еще опираться такому человеку. На силу красоты, эстетики, уюта и создавать, да, эстетичное, красивое, уютное. И себе, и окружающим. Ну, примеры, да, то есть выбирать красивые вещи и ими себя окружать. Да. Есть вкусную еду, не обязательно много и дорогую, вот, но это будет самое ценное и полезное для здоровья. И еще есть вкусное в переносном смысле. Вот кто-то там, маркетологи, так рекламируют, у нас вкусные цены, да. Но вот вкусное бывает не только еда, это то, что приятное. А другие примеры это, допустим, приятные запахи, ароматы, да, приятные растения, например, цветы, вот, и приятная деятельность. Иногда это называют творчеством, но это не самая лучшая формулировка. Искусная деятельность. Не искусственная, а искусная. То есть деятельность в области эстетики, красоты, искусства в хорошем смысле этого слова. Например, дизайн, но не технический, а как бы красивый, да, приятный. Вот. Ну и там питание, кулинария и многое другое. Мы знаем, какие ну, профессии или деятельности, да, на этом основаны. Следующий, четвертый пункт. Этому человеку, у которого граха шукра основная, нужно опираться на умение наслаждаться плодами, результатами. Плодами действий, результатами решениями, да, то есть достижениями, победами, успехами. И важнее не победить, а насладиться победой. Можно чуть-чуть победить, но сильно ей насладиться. Ну, победой, да. Это может быть и свои действия, и действия чужих. То есть можно наслаждаться хорошо и победами других людей, да, то есть можно получать правильный опыт от результатов не своих, а чужих. То есть уметь вкушать плоды усилий, своих обязательно и чужих по возможности. Ну, и без примеров это кажется как абстрактным и непрактичным, но это очень понятно и практично. Вот не хочется идти заниматься спортом, в спортзал, как и женщинам, так и мужчинам в тренажерной. Но потом можно дать себе какую-то награду за это. Как вот говорят там девушки, сходила в спортзал, съела что-то вкусненькое. Вот, насладилась как бы правильным своим решением. И тогда даже то, что не хочется делать, делать гораздо легче. Психологи, может быть, назвали это методом поощрений, но все не так просто, как вот просто назвать таким словом. Далее, в этом же пункте, да, наслаждение плодами, результатами действий означает возможность, ну не возможность, полагаться на получение приятных впечатлений, в том числе и удовольствий. То есть, как вот была шутка у Жванецкого, да, они купили цветной телевизор, они стали жить лучше? Нет, они смотреть стали лучше. Но вот важно получать правильные, хорошие впечатления. Смотреть там красивую оперу, да, смотреть красивые пейзажи, смотреть не на мусорник, не на грязь, не на хаос, а смотреть на что-то гармоничное, красивое, да, вот сад камней в Японии. Для чего? Просто что-то на него смотреть, получать приятные впечатления. И таким образом самому быть в этом вот состоянии лада и гармонизировать свое окружение в хорошем смысле этого слова. Это дает радость жизни и делает человека приятным и привлекательным и для природы, и для других людей. Пятый пункт, на что полагаться. На приятные взаимоотношения с окружением. То есть нужно строить отношения с внешним окружением, прежде всего с людьми, ну а также с вещами, сущностями, животными, предметами, там, духами, душами, вот, существами и в целом с мирозданием, и на основании приятности. Кажется, что это и так понятно, не совсем. Вот один из моих любимых фильмов «Мимино», там везет Фрунзик Мутрачан грузовик и делает большой такой крюк, объезд, чтобы заехать к своему другу. А тот как бы заказчик этого маршрута говорит: зачем мы так долго объезжаем, мы потеряем много бензина, топлива, времени. Говорит: нет, вот эта потеря времени и бензина не важны. Важно, что я приеду к своему другу, и другу будет приятно, что я к нему заехал. А если моему другу будет приятно, мне будет приятно.
А если мне будет приятно, я так тебя довезу на этом маршруте, что и тебе будет приятно. И всем нам трем будет приятно. Вот. А если мы поедем прямо, быстро, там, дешево, вот, то только тебе будет приятно, а еще двум людям будет неприятно. Вот такой странный пример. То есть нужно построить такие отношения, когда всем приятно, всем гармонии и все довольны. Модная фраза, да, гармонизирующие действия, которые создают гармонизацию в пространстве, в атмосфере, налаживают взаимодействие между людьми и другими сущностями. И последний, 6-й пункт, да, этой второй части, на что нужно полагаться, как то, что не нужно делать, как то, чего нужно избегать, как опасности. То есть предостережение человеку, у которого ведущая граха – это шукра. Избегать опасных ложных наслаждений. То есть то, что приятное, наслаждающее, то, что является удовольствием, должно быть естественным и природным. И тогда оно даст силу, и оно и не опасно, и не вредно. Многие там вещества, действия, занятия, ну, вещества, скажем, да, дают только иллюзию удовольствия, наслаждения. А на самом деле они захватывают человека и потом там, лишают его способности естественно получать приятный опыт, и забирают у него волю, и потом он теряет разум. Второе, в этом 6-м пункте, такому человеку опасна крайность. То есть с другими грахами можно быть таким экстремальным в крайностях, но с такой ведущей силой нельзя впадать в крайности. Допустим, если слишком много расслабляться и наслаждаться, тогда придет лень, безволие и зависимость от удовольствия, от комфорта, от материальных аспектов жизни. Вот. И наоборот, если слишком мало получать приятного опыта, тогда это как бы ненужный, ложный телесный аскетизм, который уменьшит здоровье, энергию, силы и все остальное из этого вытекающее. И телесное счастье, и потом уже даже и душевное и духовное счастье. Вот, поскольку одно из значений грахи шукра – это желание, нужно быть осторожным с желаниями. И со своими, и с чужими. Вот есть такая, с одной стороны, шутка, с другой стороны, очень правильный совет. Желайте осторожно, потому что желания иногда исполняются. Да? Мечтайте осторожно, потому что вдруг мечта осуществится. Вот. Со своими желаниями, как быть осторожным, понятно, как с чужими. Будьте осторожны с сильно желающими людьми. Не обещайте исполнять чужие желания. Исполняйте чужие желания, желания других, да, правильным, естественным, достойным, справедливым способом. Вот. И чрезмерные половые желания это дают излишнее сексуальное влечение, и поэтому это может быть опасная страсть и даже похоть, когда сексуальное влечение уже приводит к потере воли и разума. Вот. И завершающее предупреждение. Помните, что хотя это у вас сила преобладающая, она не главная в мироздании, да, она не первичная. То есть все вот эти значения шукры, которые мы описали, вот, они человеку даются как награда, но за то, что он делал некоторые действия, то есть у него была сила действующая я, сила личности, индивидуальности, это мангалы. Эти действия основаны на разуме, то есть рациональности, мудрости, на знаниях, это силы гуру. И благодаря осознанности, то есть духу, сути человека, сознанию, осознанности, это сурья. Поэтому есть прежде всего сурья, как дух сознания человека, есть гуру, как разум и мудрость человека, есть мангала, как действующая я, ахамкара, она же сила личности и индивидуальности, воля и мотивация. И только когда они все есть, возможны плоды действий. То есть действия основаны на решениях, на разуме и на сознании. И тогда будет результат. Поэтому она 6-я в последовательности, и как минимум она должна благодарить сурью, гуру и мангалу за то, что она получает этот опыт. Вот. Это помогает нам построить правильную иерархию сил, как высших, как грах, как высших сил, вот, и избежать несправедливого, незаконного, чрезмерного потребления. Как вот говорят сейчас, эпоха потребления или даже потреблятства, то есть чрезмерного потребления, консюмеризм, есть такое еще слово от латыни, от английского. Вот, это помогает избежать этого чрезмерного ненужного потребления. Вот, и теперь
два постскриптума. Первый постскриптум: я перечислю книги, которые я использовал, чтобы собрать эти все знания. Значит, первая основная книга – это «9 грах, как 9 высших сил жизни». Вторая наша новая книга «Ключи к карте рождения на основании науки Тантра Джотиш». Вот, книга, которая написана, еще не издана, «12 раши, как 12 уровней жизни». И «Ведическая нумерология и Тантра Джотиш». Кажется, а при чем здесь нумерология? Нумерология основана на цифрах, на числах. Числа основаны на цифрах. Цифр всего 9, они состоят из 9 грах. И в этой книге есть очень подробное описание Шукра как великой богини любви, да, или гармонии Лада. И теперь домашние задания. Много домашних заданий, если вы хотите правильно получить знания и усвоить, усвоить глубокое понимание Шукры, чтобы не называть ее планетой Венерой и не приписывать ей какие-то типичные шаблонные штампы, как ее значение, то есть караката. Шукра – это также мягкость и сочность, на санскрите раса. Задание. Почему? Как это связано с сутью грахи Шукра? Следующее. Оно простое, да, то есть Шукра – это также массаж, омовение, купание, да. Почему это Шукра, да? Вот, и омовение, купание не как мытье, а как приятный ритуал. Вот в этом фильме Рязанова и Брагинского, да, то есть мы ходим в баню, и это у нас ритуал. Мы туда ходим не мыться, потому что помыться можно в душе и в речке, а мы ходим в баню, это ритуал. Вот, то есть в баню ходят не мыться, а разными ритуалами, или в сауну. Почему это Шукра? Вот. Потом Шукра – это зачатие, вроде бы понятно почему, но почему это оживление и регенерация? Вот подумайте, как это связано с сутью грахи Шукра. Далее. Шукра – это также женские чары, очарование, и не только женское колдовство, женская магия и представители этого всего. Например, мавки, русалки и так далее. Почему? Да? Все же скажут, что магия там это кету. Нет, это тоже магия. Говорят, что Шукра соответствует такому понятию, как удача, но гуру тоже соответствует такому понятию, как удача. В чем разница удачи гуру и удачи Шукры? И подсказка: удача гуру, да, это закономерный результат, как осознанное следование высшему долгу, высшим принципам, высшим законам, или, как говорят в ведической терминологии, дхарме. То есть богиня удачи – это доля, да, талан, да. Почему это Шукра, да, то есть почему это удача? Богиня Лада, как Шукра, да, это та сила, которая может сглаживать и налаживать. И поэтому говорят, что Шукре присуще качество дипломатичности. Но настоящая дипломатичность, как справедливая дипломатичность, когда все рассудительно и справедливо, это гуру. Почему Шукра тоже соответствует дипломатичности? Какая ее суть дает человеку возможность быть деликатным и дипломатичным. Любезным еще можно сказать. Вот. Причем здесь недвижимость, да, то есть везде будет написано, что Шукра дает недвижимость. Недвижимость – что-то недвижимое, твердое, об него можно удариться, его не перенесешь, да, с ним много возни, его нужно ремонтировать. Почему Шукра – это недвижимость? Или транспорт, его тоже ремонтировать, от него пахнет бензином или дизельным топливом, да, оно опасное, в нем можно попасть в аварию, можно кого-то, не дай бог, убить, даже какое-то животное, ежик перебежал дорогу. Вот. Причем здесь Шукра, да? Почему транспортные средства такие опасные и сложные в эксплуатации являются Шукрой? Ну, изобразительное искусство, в принципе, тут понятно, да, как бы подсказка. Живопись, музыка, пение, танцы, поэзия, театр тоже считаются Шукрой. Почему? Почему это нежность, ласковость, романтика? Потому что она богиня любви, да. А почему она также отвечает за оргазм? И подсказка: оргазм с греческого происходит как наливаться соком. Этот сок на санскрите называется раса. Вот теперь подумайте, почему одно из значений Шукры, каракатов, это оргазм. Вот. И последнее домашнее задание. Вот если Шукре соответствует в западной астрологии богиня Венера, не планета Венера, то есть такие прилагательные, вот, венерианский и венерический. Они оба основаны на корне Венера, но одни венерианские, а другие венерические. Как вот эти имя одной богини Венеры дало два
прилагательных и в чем между ними разница и как это связано с сутью шукры. Вот. Это последнее домашнее задание. И теперь в завершение скажу, что шукра также отвечает за умасливание, умощение и смазывание. Это вот, немного похоже на капхадошу, но это именно смазывание, умасливание. И тогда все как по маслу пошло. И когда я был маленький, это было 70-е годы, постоянно повторяли фразу «не подмажешь, не поедешь». И происхождение этой фразы. В страну люди ездили на вазах, телегах, там были оси деревянные, на них деревянные колеса. Чтобы колеса крутились легко, их смазывали. Подмазал воз в телегу, поехал. Не подмазал, не поехал. Почему не поехал? Деревянное, трение, они нагреваются и ломаются. И ты далеко не уедешь, пока не подмажешь. Вот. Но из этого первичного значения народной мудрости «не подмажешь, не поедешь» есть два современных значения. Почему подмазывают, допустим, там, в отношениях, в обращении к государственным служителям, да, при подании документов, при получении разрешений. Там тоже нужно подмазать, и как-то связано с шукрой. Вот. И аюрведа говорит, что человеку нужно постоянно себя умасливать, умащивать, то есть намазывать свое тело маслом. Ги или кунжутным, да, мы это знаем, это называется абхьянга, это не панчакарма. То есть запомните, абхьянга, массаж с маслом, это умасливание, и это не панчакарма. Это подготовка, к каким-то другим процедурам. Это очень полезно. Вот. Почему шукра – это умасливание, масло ги, кунжутное масло, и как это связано с ее сутью. Благодарю вас за понимание. На этом будем завершать. Моя просьба – присылайте темы для следующих выпусков нам на e-mail. E-mail вы знаете – org@ved.bz. И передаю просьбу своих помощников и организаторов. Напишите свое мнение в комментариях к этому видео. Поделитесь этим видео, но только с теми, кто его поймут и оценят. Благодарю за понимание. Тримаємося, шануємося, венцеремось.